Здравствуйте! Тема этого видео — 10 мифов про медитации. Все, что с этим связано. Мифов на самом деле гораздо больше. Я выписал, я их даже записал себе все. Мифы, теми, с которыми я сталкивался в своей жизни. Поначалу даже, возможно, у меня, которые мифы были связаны с медитацией. Самые распространенные, самые обыкновенные, самые простые. Сейчас я вам их расскажу. Как я сказал, мифов на самом деле гораздо больше. Тут просто 10 основных, которые я считаю, что нужно рассказать, донести вам информацию. Ну что, начнем. Давайте. Миф номер 1. Медитировать нельзя, если у тебя есть вредные привычки, такие как алкоголь, курение, ты ешь сладкое, ты вообще там, не знаю, не вегетарианец, не веган. Ну, в общем, что-то вот такое, когда у тебя есть зависимости какие-то. И если у тебя это есть, ты не можешь медитировать. И медитация тебе, все, она тебе никак не поможет, можно смело забрасывать, можно даже не начинать. Вообще, если у тебя хоть какая-то есть вредная привычка. Якобы есть такой миф, то, что медитируют, это люди полностью осознанные, без абсолютно любых вредных привычек, не пьют, не курят, не матерятся матом, не едят там сладкое, все вегетарианцы, либо вообще сыроеды. В общем, вот есть такой вот миф. Ну, давайте его разовьем. Но хотя, с другой стороны, что его развивать? Это просто миф. Есть люди, которые, вот я, допустим, я начинал медитировать, когда я курил, я пил пиво. Со временем медитации самое интересное, то, что когда я начал медитировать, я бросил вредные привычки. Это мне помогло вообще избавиться от вредных привычек. Не от всех, конечно же, у меня и сейчас есть вредные привычки. Да вообще у любого нормального человека, который живет в нашей стране, который живет в нашем мире, на нашей планете, есть какие-либо так называемые вредные привычки. И то понятие вредное — это такое относительное понятие. В общем, давайте сразу же запакуем этот миф, то, что это абсолютно не так. Если у вас что-то из этого перечислил есть, а если даже все это есть, это нормально. Опять же, и медитировать с этим можно, и достичь качественной медитации с этими всеми вредными так называемыми привычками вполне возможно, реально и так далее. Я конкретный пример этому. Давайте, миф номер 2. Медитация — это религиозная практика. И то, что медитация вообще связана как-то с религией. Да, безусловно, медитация была и есть, наверное, связано с религией, но нету такого глубокого подтекста. Ну, то есть, про что я говорю? То, что медитировать может человек, который верит в абсолютно любую веру. Он может быть язычником, буддистом, христианином, католиком, баптистом, да кем угодно. Он может в ислам верить. То есть, медитация и религия — это все-таки немножко вот разные вещи, потому что мы знаем, что медитация пошла из Индии, с Востока, и там это было все замешано на религии, да. Ну, сейчас уже медитация, и, опять же, в то время, когда медитировали, грубо говоря, в Индии, на другой части нашей планете также люди занимались медитациями, но это не было связано с религиями. В общем, медитация — это тренировка ума. Это то же самое, как можно сказать, не знаю, допустим, про спортзал. То, что спортзал и занятия спортом, либо занятия йогой — это чистая религия. Но это же не так. И медитация — это не религиозная практика. Духовные аспекты там, безусловно, есть, присутствуют, смотря какая медитация, смотря какой вид медитации, откуда она пришла и так далее. Но медитировать может любой человек, независимо во что он верит, в какой он духовной конфессии состоит, и носит ли он крестик, либо он молится Аллаху, либо он буддист. В общем, это опять же миф связанный такой, то, что если пошел в медитацию и начал медитировать, значит ты очень связан глубоко с религией. Это не так. Дальше, следующий миф. Миф номер 3. Когда я начну медитировать, я куплю себе квартиру, куплю себе машину Audi, там А6, либо Q8, я заплачу все кредиты, я начну зарабатывать по 10 миллионов рублей или долларов в месяц, я порешаю все свои проблемы, я налажу отношения с семьей, с мамой. Вот это вот миф. То, что медитация, безусловно, ведет к трансформации. И она будет, и вы сами это почувствуете на своем опыте. Но такой вот инфантильный подход, то, что так, вот люди медитируют, они якобы успешные, я вот смотрю на них, допустим, в соцсетях и вижу их сторисы, там, не знаю, ютубы и так далее, как они отдыхают, по всему миру ездят. И если я начну медитировать, я тоже все это обрету, все эти блага, стану сразу же миллионером и так далее. Ну, это все немножко не так работает, это все, опять же, все разные вещи. И вот такой вот инфантилизм есть, то, что медитация спасет от всего. Достигну я всего в жизни, что хочу, безусловно, это может быть так. И с помощью медитации можно достичь всего в жизни, что вы хотите. Но когда вы сразу же ставите, так, миллион здесь, квартира здесь, поездка куда-нибудь, не знаю, в США, купить виллу в Малибу и так далее, это по-другому работает. Это немножко не так, это миф. Когда у вас очень-очень большие ожидания, когда вы в медитацию верите как в какую-то мифическую такую волшебную таблетку. Медитация все исправит в моей жизни, я стану совершенно другим человеком. Вот с таким вот инфантильным мышлением медитация соприкасается с мифами. Это вот
миф номер 3. Давайте, миф номер 4. Медитировать слишком сложно, либо слишком легко, наоборот. Опять, понятие сложно и легко — это понятие относительное. Для кого-то в самом деле сложно, для кого-то в самом деле легко. Медитировать некоторым кажется вообще скучным. Там, я не знаю, кто-то до качественной медитации доходит, там, не знаю, в течение 3 месяцев, года, нескольких лет. Кто-то считает то, что он, не знаю, посмотрел какое-то одно видео в Ютубе, посмотрел какую-то статейку в Яндексе, сел и начал медитировать, и он думает: блин, у меня такая качественная медитация, я так хорошо медитирую, и это так легко. А на самом деле он не медитирует, он в анализе своих мыслей, в их интерпретациях постоянно перемещает свою фокусировку внимания и концентрацию на все, что угодно. Он занимается всем угодно, кроме медитации. Ну, в общем, тут это как и сложно, как и легко. Это такой большой-большой миф, и это вообще отдельная тема для разговора про медитацию. 5-й миф. Нет пользы от медитации. Люди, которые медитируют, да и вообще пользы от медитации, ну, тупо нет. Ну, что она мне даст? Да ничего она мне не даст. Медитация там научно не доказана и так далее. В этом видео я вам не буду широко распаковывать и раскрывать эту тему пользы медитации. У меня есть отдельное видео на моем YouTube-канале, либо можете посмотреть другие видео, можете, я не знаю, почитать статьи, посмотреть в Яндексе, пообщаться с теми, кто для вас авторитет и так далее. Моя сейчас задача не доказать вам и не рассказать, какая же большая польза от медитации. Нет, это вообще мне на самом деле, медитируете вы или нет, это ваше сугубо личное мнение. Я лишь привожу на своем канале, в своих видео конкретный пример, как медитация изменила меня, и, как я уже сказал, есть отдельное видео, где я доношу пользу медитации и перечисляю, какая есть польза от медитации. Так, миф номер 6. Медитация — это грех. Я сначала, когда писал, я вспомнил один разговор, когда мне один человек рассказывал то, что все те, кто медитирует, это вообще грех. И тогда у нас, это было лет, наверное, 5 назад, и тогда у нас с ним возник какой-то спор, и я помню, я что-то начал ему объяснять, доказывать. Я сейчас уже думаю, зачем я все это вообще делал? Ну, в общем, на самом деле существует такой миф, то, что медитация — это грех. Вот как бы это смешно, банально, может глупо, может не глупо не звучало, ну, есть такой миф, то, что, кстати, что-то вот я не помню в заповедях, среди 10 заповедей, грех, там, не знаю, 11 заповедь, то, что грех — это медитация. В общем, есть такой миф, и это просто нужно принять, то, что некоторые думают, что медитация — это грех. Это абсолютно не так, это не грех. Дальше, следующий миф, 7-й, то, что медитация — это секта, и все, кто медитирует, это сектанты. Тоже такой хороший, интересный миф, это тоже такая большая дискуссия. Сейчас, мне кажется, сектой можно назвать все, что угодно. Там, не знаю, люди, которые играют в Dota 2, сектанты. Люди, которые, там, не знаю, сыроеды, сектанты. Люди, которые там смотрят РЕН-ТВ, сектанты. Люди, там, которые читают и изучают Юнга, сектанты. Ну, то есть, понятие секта — это тоже такое понятие растяжимое. В нашей жизни, у нас, опять же, у нас понятие секта связывается, ну, с чем-то таким негативным, плохим. Когда мы представляем сразу же, если человек сектант, он сразу же отдаст все деньги, он собой не управляет, над ним идет полная манипуляция, он безвольный, он как-то, ну, что-то вот с этим, с чем-то с таким вот негативным связано у меня сектантство. И многих людей, я тоже думаю, то, что связано с этим понятие именно сектанства, что такое плохое, что-то, ну, в общем, сектанство бывает разное, и мы сейчас не будем опять эту тему распаковывать и говорить об этом. Но медитация — это не секта, и если человек медитирует, он абсолютно не сектант. И это, опять же, разные вещи. Давайте следующий миф скажу. Миф номер 8. Если я буду медитировать, у меня поедет крыша, я стану психом. Это я сейчас такой миф упаковал его, ну, его можно развернуть, опять же. То, что медитация приводит к большим трансформационным изменениям, это факт, это безусловно. Опять же, хорошим, плохим, это сейчас, это все настолько абстрактно, это чистая философия сейчас будет. Но если, опять же, я сейчас говорю про то, что, про этот миф, если вы будете медитировать, вы не станете психом. У вас крыша не поедет, и вы не выйдете из окна, либо там, не знаю, в русскую рулетку не сыграете и так далее. Это сейчас вообще не про это. Медитация — это про другое, и психом вы точно не станете. Это, опять же, это отдельная тема для видео. Давайте приступим к следующему мифу. 9-й миф — медитация для бедных. То, что есть такой миф, то, что медитируют в основном бедные люди. То, что, вот я с этим сталкивался. Если человек в жизни ничего не добился, у него нет квартиры, Мерседеса, он не летает на Сейшелы отдыхать и так далее, он просто сидит, медитирует, он неудачник, у которого денег нет, который в жизни не реализовался никак, и он туда всю свою внимание и энергию направляет. И вот такой вот миф — медитация для бедных. И то, что с мышлением именно бедных, ну, естественно, это миф. Вообще, я помню, познакомился с медитацией, когда я книгу читал «Автобиография йога», Стив Джобс ее читал, и я вот так сейчас для себя просто вспоминаю буквально на секундочку, то, что на моем примере медитируют миллиардеры, миллионеры, там, не знаю, тот же там Стив Джобс, там, Павел Дуров, создатель Телеграма. Это люди, которые достигли очень-очень больших материальных высот. И вообще в моем окружении тех людей,
которых я знаю, у которых много денег, у которых много чего в жизни добились по разным аспектам в сфере бизнеса, в сфере реализации, которые, как сказать, ну как у нас говорят, там, состоялись в жизни, которые имеют там много чего, особенно материальных каких-то ценностей, и все они медитируют. И тут такой вот диссонанс. Как это вот? Люди, которые очень богаты, все они медитируют. Может, наоборот, медитация это для богатых? Не только в материальном плане, но и в духовном плане, но и в плане развития личности, развития себя как человека в целом. Ну, то есть, то, что медитация для бедных, это миф. И давайте его сразу же закроем. Это абсолютно не так. И самый последний миф, 10-й. То, что люди, которые старше 40-50 лет, либо там 60 лет, им медитировать смысла уже нет, потому что они уже старики, у них уже запрограммированные есть программы, по которым они живут, нейропластичность, создание новых нейронных связей у них очень-очень сжато, им медитация не поможет, ничего им в жизнь не принесет, ну абсолютно естественно это мифы, это бред полный. Начать медитировать можно в любом возрасте, неважно сколько тебе лет, 18, там я не знаю, 25, 35, 45, 65, там 75, неважно абсолютно вообще. Нейропластичность есть, да, с возрастом она уменьшается, но качество создания новых нейронных связей, все зависит от индивидуальных особенностей нашей психики, нашего головного мозга. В общем, к чему я это клоню? То, что, ну, это миф, и опять же, развивать его, я думаю, и рассказывать про то, что есть там четкое ограничение. До 50 лет медитировать можно, это сейчас условно сказал, а после 50 лет смысла нет вообще, медитация ничего не принесет, лучше даже не заморачиваться и так далее. Естественно, это миф, и ничего с реальностью, с фактами тут нету. Так, ну что, перечислил вам 10 мифов, самых распространенных, с которыми я сталкивался, которые есть в интернете, которые мне задавали. С некоторыми мифами я сам лично проживал и переосмысливал эти мифы. Их гораздо, на самом деле, больше мифов. Там их большое-большое количество, и вы сами можете увидеть в интернете, там, в Гугле, в Яндексе и так далее. У меня все. Благодарю вас за просмотр. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, либо другие мифы, то пишите их в комментариях. Я на них буду отвечать. И все, наверное. Всем желаю хорошего дня. Всего доброго. До свидания.